Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Ну, конечно же, быть. Потому что сегодня мы находимся на такой вот стройплощадке. Ибо я в Китае никак не могу найти плохие дороги, точнее вот не в Китае, а вот у нас тут, в провинции. И вот я наконец-то нашел, потому что здесь строится, наверное, какая-то магистраль, но сейчас строителей нету, они просто вычистили все и пока что не забетонировали, что нам как раз на руку, потому что у нас в эфире сегодня Skyboard Far East. И знаете, что это значит? Значит, что мы на нем сегодня поскачем, попрыгаем, проедемся. Тем более это модифицированная версия 23-го года. А больше сказать нечего. Давайте, мы начинаем. Вначале скажу об основных моментах, но так как полноценный обзор уже был, который можно прояснить в памяти по ссылке в уголке экрана или в описании, сегодня я заострю моменты только на основных изменениях и характеристиках, дабы не затягивать время. Визуально, с одной стороны, это все тот же уверенный красавчик на 3950 Вт, спрятанный внутри заднего мотор колеса на 12 дюймов с огромной батареей на 50 ампер-часов 72 вольта и внешностью прыгучего горного мотоцикла. Но с другой стороны, если присмотреться, то что-то здесь не так в сравнении с прошлогодним братом. Основные изменения — это рама. Во-первых, усиленная, во-вторых, с совершенно другими амортизаторами. Сейчас она больше похожа на другие модели от Skyboard, и неспроста. Ведь такой форм-фактор рамных опор по нашему решению будет надежнее, потому что многие подписчики наших соцсетей после моего обзора сразу обозначили, что хотели бы творить на Far East лютые вещи, вне зависимости от рекомендаций фабрики. Так что на всякий случай мы укрепили раму. А про амортизаторы можно вообще промолчать, ведь разница видна даже ребенку. Впрочем, во второй части этого видео вы сами все увидите. Также из существенных изменений это, конечно, багажник и карманы, как у взрослого бензинового собрата. Выглядит круто, не мешает ли поездке, посмотрим чуть позже, но заранее скажу, что с ними даже удобнее. Однако при нужде можно легко снять это, имея при себе один ключик на 12-14. Это я тоже покажу потом. Ну, а в остальном это все тот же крутейший Far East, который все полюбили в прошлом году. Он стал лучше, он стал надежнее, и он уже примчал в Россию. Эту информацию можно уточнить либо на сайте, либо в магазинах у наших дилеров. В этом списке вы находите ближайший к вам и можете прийти лично потрогать любой скутер из линейки Skyboard. Но мне кажется, пора продемонстрировать максимальную скорость, после чего перейдем непосредственно к покатушкам по полям. В целом тест скорости я уже делал, и у меня на таком солнце, нет, все равно видно. Я не хочу снимать чехол по одной простой причине. Это очень проблемно. GoPro, скорее всего, нифига не записала. Камера заглючила уже 2 раза. Я уже 2 проезда сделал. Не знаю. Из-за жары просто все с ума сходит. Это ужасно. Я не знаю, как сегодня снимаю. Не знаю, что попадет в финальный монтаж. Поэтому у нас 37 градусов и лютая влажность. Да что с ним не так? Почему телефон теперь глючит? Почему вот как? Вот как это развидеть теперь? Почему она вверх ногами и буквы все задом наперед? Как это, блин? GoPro, я надеюсь, сейчас не соскочит. Я поменял уже батарейку. Ой, как же сложно с этой электроникой. Поехали. 3-я скорость. Летим. Летим в горку. 70.
75. Я очень хочу, чтобы у меня камера это записала. Сейчас под деревце встану. Так, GoPro пишет, ура, ура, GoPro пишет. Так. На спидометре было 75, что в принципе не сильно расходится. Вот. Вот так вот. Такие дела. Камера моя основная, вот эта вот, сдохла, но у меня еще есть 3 в запасе. Не такие красивые, но зато главное показать результат, правильно? И посему, во-первых, я пока что не буду снимать багажники. Когда я захочу, естественно, совсем покуролесить, я их сниму. У меня ключик вроде бы есть, надеюсь, получится. Здесь довольно ухабистая местность. Воу. А багажники, честно говоря, вообще не смущают меня. То есть раньше у нас на других моделях были кое-какие проблемы с шумом от багажника. Сейчас мы это все устраняем, в том числе и новые модели сразу делаем так, чтобы ничего нигде не громыхало. Ой, хорошо, как хорошо. Ну, мне очень комфортно на этом скутере. Электролюбители, живущие где-нибудь в Сочи, в Анапе, в Крыму, как и на Урале, как и в средней полосе, это будет вообще необходимо, в том числе зная дороги. А у нас часто бывают такие дороги, да, на дачу, например, или через тайгу. Это будет очень круто. Давайте проедемся вот здесь. О! Очень круто, я просто держу, по сути, 2 камеры и какая калиточка. Кто тут живет? Так. Тебе, у меня сломалась ручка. Что сегодня за день такой? Сломал. Экшн-камеры на то и экшн-камеры, что их иногда приходится чуть-чуть подубить. Такова ноша моя. Я хочу похвастаться, потому что я первый человек вообще в мире, который, получается, обкатывает эти скутеры в своих целях. И посему я понятия не имею, как выглядит это все со стороны. Скажите мне со стороны, как выглядит этот скутер. Хоть я и первый, кто обкатывает скутер, ты можешь стать вторым. Почему? Да потому что если ты следишь за нашими соцсетями, все эти ссылки в описании, ну а на сайт skyboard.store ты можешь перейти и посмотреть, какие скутеры в наличии, какие не в наличии. А в соцсетях ты можешь наблюдать, потому что мы иногда пишем, вот такие скутеры едут в Россию. И ты можешь стать первым обладателем какой-нибудь новинки. А новинок у нас в этом году, ну, кажется, 5 полноценных новинок. И плюс еще какие-то улучшения, как на этом скутере, например. Мы улучшаем скутеры каждый год, имею в виду. Поэтому переходи по ссылочке и изучай этот вопрос. Также иногда бывают розыгрыши, что не менее круто. А нам пора снять багажник. Но для начала, чтобы снять багажник, нам нужно открутить вот здесь. Болты откручены, должно... О, снялось. Короче, я зря все снял, потому что это все держалось вот тут на болтах и вот тут. Если бы я снял 4 болта, то все бы снялось и ничего не надо было разбирать, и теперь придется все по отдельности. Ладно, не делайте моих ошибок.
охренеть. Просто глянь. Я просто слетел с места. Вот здесь я стоял, и вот я заехал. Мощно, мощно, очень мощно. Ну вот, как всегда. Звук при подведении итогов ушел погулять. Крайне трудно снимать это все в субтропиках летом, но при этом скутер более чем живой, не греется, не подводит и выполняет весь свой функционал или даже чуть больше. Теперь с учетом багажника и в магазин можно съездить, а с учетом новых амортизаторов и рамы еще и в припрыжку. Короче, я очень был доволен, и именно это я и сказал без звука. А вы оставляйте свои мысли под видео, мы отвечаем на любой комментарий, а точнее даже Андрей, который собственник компании Skyboard, лично читает все комментарии каждый день, отвечает и благодаря чему улучшает качество скутеров ежегодно, именно благодаря вам и вашим комментариям. А меня зовут Евгений, дальше будет больше новинок, сегодня был только разогрев.